Всем привет! Сегодня предлагаю приготовить очень вкусный малиновый торт, а еще посмотрите, каким он красивым получается в разрезе. Торт имеет яркий малиново-сливочный вкус, состоит из бисквитов с добавлением малиновой нотки, из яркой малиновой начинки и малинового крем-чиза. Пока идет сезон малины, надо обязательно приготовить такой торт, а также можно заморозить малину, чтобы готовить этот торт круглый год. Итак, давайте начнем приготовление торта с бисквита. В бисквите я буду использовать сублимированную малину. Она вот так вот выглядит. Это кусочки малины, из которой удалена вся влага, и получаются кусочки с концентрированным вкусом малины. Она придаст бисквиту аромат малины, при этом никак не повлияв на его текстуру. Итак, готовим бисквит. Вначале нам нужно взбить яйца на невысокой скорости миксера до состояния пышной пены. Белок с желтком должны объединиться, а на поверхности образуются пузырьки примерно одинакового размера. Когда яйца взбились в пышную пену, не прекращая взбивания, начинаем постепенно подсыпать сахар. И когда весь сахар добавлен, продолжаем взбивать массу до ее сильного увеличения в объеме, посветления и пышного состояния. Вот так в результате взбилась яичная масса. Обратите внимание, насколько она посветлела, стала объемной и пышной. Время взбивания будет зависеть от мощности вашего миксера. И теперь к яичной массе необходимо добавить половину растительного масла, половину молока и половину муки, предварительно просеянной вместе с разрыхлителем. То есть все эти ингредиенты мы будем вводить в два этапа. Миксер на этом этапе уже использовать нельзя. Вмешиваем все ингредиенты аккуратными, но уверенными движениями при помощи лопатки. Масло и молоко опускаются на дно чаши, поэтому перемешивая и вращая чашу, важно лопаткой доставать до дна, чтобы эти ингредиенты равномерно распределились. Когда первая часть ингредиентов вмешана, добавляем вторую половину всех ингредиентов и также при помощи лопатки осторожными, но уверенными движениями вмешиваем их в тесто. При этом движений не должно быть много. Помним о том, что нам важно сохранить объем взбитой массы, а от каждого лишнего, от каждого интенсивного движения объем постепенно теряется. Это впоследствии может сказаться на подъеме бисквита при выпечке и на его высоте. В самом конце добавляем сублимированную малину и вмешиваем ее в тесто буквально несколькими движениями. Тесто выпекаем сразу же. У меня диаметр кольца 16 сантиметров. Духовка должна быть уже обязательно заранее разогретой. Выпекаем на температуре 180 градусов до готовности. Время выпечки в наших духовках может отличаться. В моей духовке бисквит выпекался около 35 минут. Первых полчаса духовку открывать нельзя. Затем проверяем бисквит на готовность деревянной шпажкой. Вставленная в центр бисквита, она должна выходить сухой и чистой. Готовый бисквит достаем из формы, проходимся аккуратно ножиком вдоль стенок. Бисквит получается высоким, ровным, красивым. Заворачиваем его в пищевую пленку, даем окончательно остыть при комнатной температуре и затем убираем его в холодильник на несколько часов. Теперь приготовим малиновую начинку, и для нее нам понадобится пюре малины. Готовится пюре очень просто. Все, что нужно, это пробить ягоду блендером до состояния пюре и затем по желанию протереть его от косточек. Я использую малиновое пюре протертое. Готовится малиновая начинка очень просто и быстро. Все, что нужно, это в сотейнике соединить пюре малины, сахар и кукурузный крахмал. Все вместе это перемешать лопаткой, затем венчиком, чтобы комочки крахмала максимально разошлись. Затем отправить эту смесь на плиту и при постоянном перемешивании уварить до загустения.
После кипения масса начинает быстро густеть, провариваем ее буквально 1-2 минуты и постоянно перемешиваем, чтобы на дне масса не пригорала. Готовый конфитюр сразу же снимаем с плиты и переливаем в чашу для остывания. Накрываем пищевой пленкой в контакт, даем остыть при комнатной температуре и затем убираем в холодильник для стабилизации. Итак, нам осталось приготовить крем, и это будет очень вкусный малиновый крем-чиз. Итак, берем сливочное масло комнатной температуры и просеиваем к нему сахарную пудру. И теперь нам нужно взбить масло вместе с пудрой до пышного кремового состояния. Также сливочное масло значительно посветлеет. Обратите внимание, какого оно сейчас желтого цвета и насколько оно посветлеет в процессе взбивания. Вот посмотрите. Перемешаем взбитое масло лопаткой, чтобы собрать его со стен из дна чаши. И теперь нам к нему нужно добавить холодный творожный сливочный сыр. Взбиваем масло вместе с сыром до объединения и однородного крема. Вот таким гладким и однородным получается крем. И сейчас нам к нему нужно будет добавить малиновый конфитюр. Его мы взяли от общей массы приготовленного конфитюра после того, как он полностью охладился и стабилизировался в холодильнике. И теперь нужно вмешать на невысокой скорости миксера конфитюр в крем. Нужно, чтобы он равномерно в нем распределился. Вот таким красивым получается крем с малиново-сливочным вкусом. Крем сразу готов к работе, перекладываем его в кондитерский мешок и можно приступать к сборке торта. Бисквит отлежался в холодильнике, он очень удобный в работе. Снимаем с него верхнюю шапочку и теперь его нужно разрезать на 3 равных бисквита. Вот такими красивыми, аккуратными и ровными получаются бисквиты. И давайте собирать торт. Обычно, когда я собираю торты, я на бисквит наношу слой крема, а уже на крем выкладываю начинку. Здесь я сделала наоборот. Конфитюр я выложила на бисквит, затем вокруг него сделала бортик из крема, который будет удерживать конфитюр от вытекания, и уже на конфитюр нанесла слой крема. За счет жиров в составе бисквита, растительного масла и молока бисквит получается не сухим, но я захотела, чтобы конфитюр дополнительно пропитал бисквиты. И собирая торт, нам важно конфитюр как бы запечатать в крем, то есть чтобы он надежно был там спрятан. Если остаются какие-то промежутки, то заполняем их кремом. Когда конфитюр вот так надежно спрятан в крем, кладем сверху второй бисквит и повторяем все то же самое.
Верх торта я смазываю остатками конфитюра и крема. Собранный торт зажимаем ацетатной лентой, сверху надеваем кольцом, либо оборачиваем пищевой пленкой, также накрываем его сверху и убираем в холодильник на стабилизацию на 6-8 часов. После стабилизации по желанию торт выравниваем. Рецепты на разные кремы для выравнивания я оставлю в описании под этим видео, а сейчас, конечно же, разрежем торт и посмотрим, какой он внутри. Торт хорошо пропитывается, получается нежным, с ярким малиновым и сливочным вкусом и вот таким вот красивым и аппетитным в разрезе. Я надеюсь, что вы вдохновитесь на приготовление такого торта и, как всегда, буду ждать от вас обратной связи в комментариях. На этом все. Благодарю вас всех за внимание. Не забывайте подписываться на мой канал и до новых встреч!